Добрый день, мои дорогие, с вами снова Юрий Пузыревский, я рад вас приветствовать. Дайте, пожалуйста, сейчас мне обратную связь, как меня слышно, и мы с вами встречаемся на канале про коучинг, и я рад вас приветствовать. Давно на нашем канале не было выпусков, но тем не менее мы продолжаем двигаться, продолжаем развиваться в формате коучинга, поэтому я вас приглашаю сегодня пообщаться вживую. Это будет живая прямая трансляция. По времени ориентируйтесь ориентировочно на час. Если будут хорошие толковые вопросы про коучинг, мы задержимся на какое-то большее время, но ориентируйтесь на это время. Вижу, Элина к нам присоединилась. Рад вас приветствовать. На этом канале я выхожу в прямой эфир впервые, поэтому немного расскажу о себе, если вам это интересно. Зовут меня Юрий Пузыревский, и я профессиональный коуч и бизнес-тренер в том числе. И основное направление, конечно, моей деятельности – это коучинг. Также я преподаю нейролингвистическое программирование. Вижу ваши плюсики. Честно скажу, давно собирался сделать на этом канале прямую трансляцию, но не доходили руки. Но я рад, что вы сразу у нас подтянулись и сразу здесь у нас присутствуете. Поэтому вы можете задавать свои вопросы, если таковые имеются. Все, что связано с коучингом, все, что связано с коучинговой практикой, я буду рад на эти вопросы вам сегодня в процессе нашей прямой трансляции ответить. Поэтому давайте будем сегодня активными и будем взаимодействовать сегодня в формате вопрос-ответ. Также у меня подготовлены популярные вопросы, которые касаются коучинга. Возможно, ответы на эти вопросы будут для вас тоже интересны и полезны. Также, если вам нравится этот формат, обязательно ставьте лайк этому прямому эфиру, распространяйте между своими коллегами, потому что этот канал создан специально для профессионалов, для тех людей, кто уже имеет практику в коучинге, и, соответственно, для тех, кто планирует посвятить какую-то часть своей жизни этой профессии. Это очень важно. Поэтому давайте сегодня общаться вживую. Первый вопрос, который чаще всего задают: где обучаться коучингу? Я здесь не буду заниматься рекламой каких-то школ коучинговых, но что вам нужно знать о школах коучинга? Вам нужно знать, что желательно, чтобы эта школа была аккредитована какой-то международной ассоциацией, коих имеется огромное количество. Что еще важно? Тренинговая программа по обучению профессии, потому что коучинг – это профессия, и так или иначе вы будете обучаться новому, она не может быть короткой. Сейчас есть очень много рекламы, где стань коучем за 2 недели там и все такое. Я соглашусь, что с профессией можно познакомиться за 2 недели, но действительно профессионалом стать в этой области можно, если вы потратите на это какое-то определенное количество времени. И более или менее нормальные коучинговые программы, они длятся минимум 3, а может быть полгода, а может быть даже до 8 месяцев. Есть разные ступени, есть профессиональный коуч, есть мастер-коуч, есть тренер по коучингу. У меня есть все эти ступени, но тем не менее для того, чтобы начать практиковать, нужно пройти первую ступень – профессиональный коуч. И тогда вы можете, хотя на самом деле, сейчас я буду сам себе противоречить, на самом деле вы можете практиковать как коуч уже сейчас, уже сегодня, даже если у вас нет какого-то специального образования. Главное, чтобы вы знали принципы коучинга, и главное, чтобы вы знали модели коучинга. Здравствуйте, видно и слышно, запись эфира будет. Я думаю, что запись эфира мы оставим, потому что это наш первый эфир, надеюсь, не последний. Если вы будете достаточно активны, если я увижу, что прямые эфиры на этом канале
нужны, если то, что я делаю, пользуется определенным интересом у зрителей, то, конечно, я буду продолжать. Если формат прямого эфира покажет себя не очень, то, конечно, мы не будем тратить время на то, чтобы делать прямые эфиры, а будем создавать другой контент, который будет вам помогать становиться более профессиональными. Обычно первый вопрос, который задают на эфирах и на вебинарах, будет ли прямой эфир. Так вот, я продолжу по поводу обучения коучингу. Моя ключевая мысль такая, что вы можете обучаться, точнее, вы можете практиковать как коуч, даже если у вас нету там сертификата, либо какого-то документа о переподготовке. Главное, чтобы вы знали принципы коуча. То есть такой коуч-самоучка. А почему нет? Расскажу небольшую свою историю. Я могу сказать так, что во всех своих родах деятельности, ну так сложилось, это было не специально, но у меня почему-то получалось так, что я сначала начинал это делать, а потом уже получал образование. И практиковать как коуч я начал самоучкой. То есть я читал какие-то книги, ну, не какие-то, я читал книги по коучингу, пытался понять, как это работает, и просто шел уже и практиковал. И когда я понял, что это мне интересно, и это эффективно, и что самое главное, за это платят деньги, то я уже пошел обучаться коучингу для того, чтобы подтвердить каким-то образом академически свою квалификацию. А практиковать я начал задолго до того, как я пошел проходить профессиональное обучение. Поэтому вы тоже можете таким образом поступать, если вы чувствуете в себе силы. Ну, таким образом можно поступить, если вы, допустим, психолог, вы взяли несколько книг по коучингу, почитали, поняли, что к чему, и уже начали практиковать как коуч, просто начали использовать коучинговые методики, да. Если вы, допустим, там психолог, психиатр, психотерапевт, вы можете брать эту базу, и вам это будет достаточно легко. Ну, я могу сказать, что изначально я психолог, поэтому мне было просто и легко начать практиковать коучинг, ну, потому что у меня уже был определенный опыт в консультировании людей, и мне было легко перейти на новые инструменты. Поэтому имейте в виду, что наличие сертификата и диплома вас не должно ограничивать, вот ни в коем случае. Следующий популярный вопрос. Нужно ли коучу психологическое образование? Я считаю, что нужно, но я не считаю, что это необходимый критерий. Сейчас поясню свою мысль. Если вы не планируете, ну, скажем так, работать с какими-то запросами, которые касаются личных взаимоотношений, допустим, если вы будете работать там с бизнесом, к примеру, возможно, вам и не так критично иметь психологическое образование. То есть сама по себе профессия коучинга, она не подразумевает обязательного наличия психологического образования. Но это желательно. Почему? Потому что вы будете лучше разбираться в себе, и коучинг – это взаимодействие, коучинг – это процесс, и коучинг – это о том, как взаимодействуют между собой люди и в первую очередь, как человек взаимодействует сам с собой. Поэтому высшее психологическое образование не будет лишним, но оно не является основным критерием и основным условием для того, чтобы вы могли практиковать. Поэтому я знаю огромное количество коучей, у которых нету базового психологического образования, однако они состоявшиеся профессионалы в этой области и дадут фору еще многим психологам, которые сейчас у нас работают на рынке и вообще, которых вы можете видеть и встречать на, условно говоря, на тренинговом пространстве. Поэтому имейте в виду вот этот момент. Также, мои дорогие, очень настоятельно рекомендую вам, вне зависимости от того, находитесь вы сейчас на прямом эфире или вы будете смотреть в записи этот прямой эфир, ставьте лайки и обязательно комментируйте и задавайте свои вопросы. Когда эфир закончится, вы сможете в комментариях писать свои вопросы, а если вы находитесь прямо сейчас в прямом эфире, то можете писать свои вопросы прямо в чат. Это очень важно, чтобы наш с вами диалог был наиболее конструктивным. Дальше. Что
у нас есть из вопросов. Еще один часто задаваемый вопрос: как начать практиковать? Смотрите, у меня здесь есть тоже определенное убеждение. Я убежден, что чтобы начать практиковать, надо начать практиковать. Не нужно собираться, не нужно пройти миллион тренингов, получить 835 сертификатов и все, что с этим связано. Для того, чтобы практиковать, нужно начать практиковать. У многих людей возникает вопрос о том, что а как же я буду практиковать, если у меня нету там сертификата и диплома? А вот так и надо начать практиковать. Найдите своего знакомого, найдите своего друга, подругу, человека, который вам будет близок. И просто проведите ему коучинг. Изучите несколько моделей. Самая классическая модель – это модель Grow. И там колесо баланса изучите, модель целеполагания SMART. Кстати, хочу сделать выпуск по этой модели. И вообще любые модели целеполагания изучите и помогайте человеку определиться, сконкретизировать, если мы говорим про модель SMART. Если мы говорим про модель Grow, помогите человеку с помощью своих вопросов понять, как ему достичь его цель. И это будет уже ваша практика. Безусловно, это будет ваша практика. Конечно, смотрите, здесь нужно... Почему я так говорю, что нужно попробовать? Я считаю, что нужно попробовать, понять, ваше это или не ваше. И если вы понимаете, что это вам легко дается, если у вас это хорошо получается, если вам это нравится самому, если вы в процессе коучинга, вот вы будете коучить своего знакомого, и если вы будете понимать, что это вам придает энергию, вы от этого не устаете, вам хорошо, и что самое главное, у клиента получается результат, то здесь уже, да, нужно дальше углубляться. А если вы просто, идете вслед за модной тенденцией, сейчас куда ни ткни, да, везде коучи, везде профессионалы какие-то, то и всем кажется, что коучи хорошо зарабатывают. Я вам так скажу, что многие коучи сидят на хлебных крошках, да, они ведут свои инстаграмы, тиктоки, там еще что-то, какие-то блоги пишут, постоянно что-то делают, друг друга коучат, коуч коучит коуча. И на самом деле сидят, условно говоря, их деятельность не приносит должной прибыли. И это почему так происходит? Потому что человек на самом деле не подошел к процессу становления себя как коуча, как к обретению какой-то специальности. И если вы собираетесь на коучинге зарабатывать на самом деле, если вы собираетесь с помощью коучинга обеспечивать себя, то здесь нужно понимать, что вот есть по большому счету два пути. Вы получили профессию, вы стали вот коучем, вы решили в этой сфере развиваться. Первый путь – это коуч-фрилансер, условно говоря. Это коуч, который работает сам по себе, и знаете, сейчас есть такая большая замануха, да, такой соблазн. Работаешь в онлайне, работаешь в зуме, там, живешь где хочешь, зарабатываешь огромные бабки. Это круто. Да, действительно, коучу платят неплохие деньги, но многие коучи сидят на хлебных крошках. Еще раз повторяюсь. Почему так происходит? Потому что коуч, это касается любой вообще новой специальности, которую вы осваиваете. Да? Вот если, давайте будет у нас метафорой к профессии коуч, будет профессия парикмахер. Просто условно. Смотрите, если вы... Первый путь, который я уже сказал, это коуч-фрилансер. Если вы решили стать коучем-фрилансером, то вам нужно запомнить одну вещь, что коучинг – это не продукт массового потребления. Коучинг – это не продукт массового потребления. Вот смотрите, у нас сейчас на канале 1700 зрителей. И у меня вопрос. Из этих 1700, условно, пусть этот эфир посмотрит так сознательно, осознанно, человек 300-400, может быть 500. Посмотрят прям так вдумчиво. Вот вы, когда будете смотреть этот эфир, по-честному постарайтесь ответить.
покупали ли вы услуги коуча? Покупали ли вы услуги коуча? И сколько раз в месяц вы задумываетесь о том, что надо было бы мне купить коучинг. Вот надо было бы мне взять коуч-сессию. Я вам по себе могу сказать, я не чаще, чем один раз в месяц вообще обращаюсь к коучу. Хотя я сам коуч. Да? Но я понимаю, что мне это надо, потому что это прокачка наших, условно говоря, ментальных мышц и профессионального, как это сказать, быть в тонусе, быть в таком коучинговом тонусе. Очень важно еще бывать и клиентом в коучинге или брать супервизию. Это очень важно. Почему я сейчас об этом рассказываю? Ключевая моя мысль была о том, что коучинг – это не продукт массового потребления. Вы не встаете каждый день, и другие люди, поверьте, не встают каждый день и не задаются вопросом, а у какого бы мне коуча купить сессию? Человек встанет, подумает, так, что мне нужно сегодня купить? Мне нужно купить сегодня, не знаю, молоко, кефир, хлеб, зубную пасту, туалетную бумагу. Вот это продукт массового потребления, да, это то, что человек будет покупать много и часто. А вот если говорить про коучинг, то есть к чему я вас готовлю? Я вас просто готовлю к тому, я не хочу вас отговаривать, но не хочу, чтобы вы делали кардинальные ошибки, потому что многие люди идут в коучинг, потому что это модно, потому что им это продают как новую специальность. Когда они получили эту новую специальность, обучились, прошли дорогостоящее обучение, потратили кучу денег и кучу времени, еще там друг друга накоучили очень сильно, и потом они не практикуют. Почему? Потому что клиентов нет. А почему клиентов нету? Потому что человек подошел к смене своей специальности как к чему-то модному и понадеялся, что там наличие диплома, сертификата и какого-то образования обеспечит ему поток клиентов. Такого не бывает, друзья. Если вы решили встать на этот путь, условно говоря, смены специальности, вам нужно понимать и осознавать, что, во-первых, это не продукт массового потребления, а во-вторых, что если вы решили стать коучем-фрилансером, вам нужно задаться вопросом, как я буду привлекать людей, как я буду себя позиционировать и где я вообще буду брать клиентов. Почему? Давайте вот метафору. Мы договорились, что будет у нас метафорой парикмахер. Вот если вы там, не знаю, работали бухгалтером, и вдруг в один момент ехали в метро, увидели курсы парикмахеров, и там написано про парикмахеров: обучись новой профессии, стрижка нового века, там, и все такое, стань свободным, работай на дому. Я сейчас про парикмахера. Ну и пошли вы, отучились на парикмахера. Получили вы сертификат парикмахера. У вас что, станет миллион людей в очередь к вам стричься? Хотя в парикмахера переквалифицироваться, на мой взгляд, намного легче, чем переквалифицироваться в коуча-фрилансера. Я сейчас говорю именно про фрилансеров. Переквалифицироваться в коуча-фрилансера сложнее, чем переквалифицироваться в парикмахера-фрилансера. Потому что так или иначе люди чаще стригутся, чем покупают коучинг. Просто вот обратите на это внимание. Но, тем не менее, у профессии есть, конечно, потенциал. Мы сейчас об этом тоже поговорим, какой потенциал и так далее. Я закончу свою мысль. Просто она заключается в том, что когда вы решили все-таки сменить профессию, задайтесь вопросом, как вы будете обеспечивать себя работой. Про это можно долго разговаривать, есть множество способов обеспечить себя клиентами, но, тем не менее, вы должны знать ответы на эти вопросы. Дальше. Кристина пишет: имея высшее экономическое образование, хочу второе высшее психологическое. Будет ли достаточно профпереподготовки? Конечно, будет достаточно. Это называется профессиональная переподготовка. Она длится 2 года, насколько я знаю. Бывает чуть меньше программы, там год-полтора. Но, тем не менее, если вам дают диплом государственного образца, он ничем не отличается. Вы на любую работу устраиваетесь как психолог, и это окей, это нормально. Тоже имейте в виду, что от того, что вы
получили психологическое образование, психологом вы сразу не станете и не станете сразу практиковать. Это просто знаете, друзья, я сторонник того, чтобы вот говорить с вами по-честному, чтобы вы понимали, как это происходит. Невозможно пройти курсы коучинга и стать востребованным коучем вот сразу. Нужно создавать свой бренд, нужно создавать себе имидж и нужно нарабатывать свою клиентскую базу, потому что вот так сразу с лету оно не получается. У большинства не получается, и потом сидят грустные коучи, как я в одном из видео говорю, и плачут вой-вой-вой, и начинают друг друга коучить. Начинают там в какую-то эзотерику уходить. Я здесь за то, чтобы вы сознательно подходили к выбору профессии и сознательно делали этот переход. Так, самое время задать вопросы, если они у вас есть, потому что я разговаривать могу много, и тем не менее хотелось бы строить этот прямой эфир, все-таки основываясь на ваши вопросы. Также, мои дорогие, в ссылке есть, в описании к этому видео есть ссылка на телеграм-канал, который называется «Про коучинг». Это новый телеграм-канал. Если вы являетесь зрителем нашего канала «Про коучинг» в YouTube, то можете также зайти в телеграм-канал. Для чего это делать? Потому что там будут анонсы новых выпусков. Новый выпуск выходит, вы будете там получать уведомления, тем более там можно и покомментировать, там можно пообщаться, и там можно, соответственно, получить какие-то ответы на вопросы. Хотя, в принципе, я в комментариях тоже стараюсь на все вопросы отвечать. Хорошо. Дальше. Что еще? Хотел вам рассказать. Очень часто задают вопрос, который звучит так. Я боюсь работать с клиентами, что мне делать? Смотрите, если вы боитесь работать с клиентами, там обычно какое сомнение есть? А смогу ли я дать результат клиенту? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Здесь очень такая тонкая грань, потому что вам нужно еще осознать, что корону снять, если по-простому, да, что вы не властелин мира, и в любом случае в коучинге всегда лежит ответственность на клиенте. Вы ему помогаете структурировать свою реальность, вы ему помогаете разобраться в каком-то вопросе, вы ему помогаете в конце концов разобраться в себе и построить стратегию достижения, но вы не имеете возможности влиять на его действие или бездействие. Поэтому ответственность всегда должна быть на клиенте. Вы не должны делать вместо клиента какую-то работу. И если действительно вот есть, вы там прошли обучение или просто чувствуете, что у вас есть потенциал, вы можете быть профессиональным коучем, и есть какой-то страх перед тем, что вы будете работать с клиентами, я очень рекомендую пройти психотерапию, ну, в смысле, психологическое консультирование, пусть оно для вас не звучит так страшно. Другими словами, просто поработайте с психологом над этим страхом, над этим волнением, раскопайте там какую-нибудь детскую травму, или, может, не детскую травму, проработайте ее, избавитесь от этого страха и будете спокойно работать. Почему так говорю? Потому что это короткий самый путь. Вы тем самым своим страхом откладываете свой успех в коучинге. А вам это надо? Я думаю, нет. Поэтому, если вы испытываете волнение перед клиентами, ну и так далее, и так далее, и так далее, рекомендую поработать с психологом. Пойти, заплатить денежку и поработать. Это ваша инвестиция в себя. Вообще, психотерапия очень полезная вещь. Начинайте на жизнь несколько по-иному смотреть. Я перешел уже к следующему вопросу. На самом деле я хотел рассказать про психотерапию и хотел рассказать про супервизию. Смотрите, в коучинге, чтобы, условно говоря, быть в нужной форме, как коучу, вам обязательно нужно проходить супервизию. Какие-то школы делают просто открытые супервизии, там, вживую или в онлайне. Смотрите, в любой коучинговой школе есть супервизия. Какие-то школы делают открытую, туда может прийти любой коуч.
какие-то школы делают только для своих выпускников. Возможно, кстати, на базе нашего телеграм-канала мы тоже сделаем супервизию. Что такое супервизия? Супервизия – это где собираются коучи. Один является клиентом, другой является коучем, и третий является супервизором. И когда коуч работает с клиентом, супервизор наблюдает, когда сессия закончилась, супервизор дает обратную связь позитивную, развивающую для коуча, чтобы тот сделал корректировку в своей работе. Взгляд со стороны всегда важен, всегда нужен. И этим не стоит пренебрегать, потому что очень часто мы зарабатываемся, и очень часто мы как бы погружаемся в свой какой-то информационный кокон, и без супервизии я работать не рекомендую. Как часто? Хотя бы там раз в полгода, год можно пройти, и для того, чтобы вам ваши коллеги дали обратную связь. Если вы практикующий коуч, вы всегда знаете, что любой коуч любит получать обратную связь от своих коллег. Тем более на халяву. Да, и обычно супервизия там на каких-то условно-бесплатных начинаниях проводится. Дальше. Самый главный вопрос, который заботит многих коучей, я немного уже об этом говорил, это где брать клиентов. И, конечно же, если бы ответ на этот вопрос был и существовал, то, наверное, вам бы его продавали за большие деньги. Смотрите, давайте все-таки немного вернусь. Когда я рассказывал про два пути. Два пути у новоиспеченного коуча, если вы решили изменить профессию. Первый путь – это коуч-фрилансер, кто решает сам на себя работать. И второй путь – это коуч в найме, да, тот, который работает в какой-то компании. Во-первых, два пути, в принципе, сильно отличаются, потому что если вы решаете работать как коуч-фрилансер, вам нужно подойти к этому как к бизнесу, да, как я буду оказывать эту услугу, кто будут мои клиенты и так далее, и так далее, и так далее. Если же вы выбираете второй путь, коуч в найме, вам нужно понимать, что вы устраиваетесь на работу как коуч. И, конечно, нужно найти такие компании, где такая должность существует. Также вы можете работать как приходящий коуч, но это тоже относится уже к коучу-фрилансеру. То же самое, если брать метафору парикмахера. Да? Если вы можете выбрать два пути. Первый – стать парикмахером-фрилансером, который работает там у себя на дому или в своем кабинете, либо устроиться куда-то на работу. Оба пути хороши, оба пути достойные. Оба пути достойные, я вот так скажу. И это не хорошо и не плохо, это просто два пути. Кто-то выберет более удобный путь работать в найме, как коуч. Я знаю таких ребят, которые вот в найме работают коучами, им очень нравится, и у них все хорошо. Есть те, кто уходит на фриланс. Фриланс более соблазнительный, но более трудозатратный. Соблазнительный он в том, что нам может казаться, что мы будем зарабатывать больше денег, но второй вопрос, где мы будем брать клиентов и как будем реализовывать свою практику. Во втором случае мы будем много работать, будем получать меньше денег, но будем очень хорошо прокачивать свои профессиональные навыки. И перейдем к вопросу, где брать клиентов. Где брать клиентов, вам никто не даст ответа на этот вопрос. Клиентов надо брать. Да, кстати, друзья, еще забыл сказать одну историю. Когда мы учимся на коуча, нам кажется, что те люди, которых мы уже знаем, те люди, с которыми мы уже взаимодействуем, они могут потенциально стать нашими клиентами. Я вам могу сказать так: снимите розовые очки и постарайтесь на это сильно не рассчитывать. Потому что будет процесс, когда вашему текущему окружению нужно будет вообще привыкнуть, что вы имеете новую профессию. Особенно если ваша профессия сильно отличается. Сейчас, опять же, на метафоре нашего парикмахера поясню. Вот вы работали, не знаю, 10 лет бухгалтером или делопроизводителем.
Ехали в метро, увидели курсы парикмахера, отучились на курсах парикмахера, и все, теперь вы можете стричь. Вы там попрактиковались на этих курсах, все, у вас даже диплом есть, все, вы парикмахер, вы можете стричь людей. Но у вас был определенный круг общения, пока вы работали бухгалтером. Вы общались с другими бухгалтерами, вы общались там с какими-то еще другими людьми, и, в принципе, все ваше окружение вас знает как бухгалтера. Вот она знает, что вы там такой-то, такой-то, вы бухгалтер. Если вдруг вы этим людям начинаете говорить: а ты знаешь, я теперь не только бухгалтер, я еще и парикмахер, с очень большой долей вероятности, что они не побегут в первую очередь к вам стричься. Они будут сомневаться, они будут присматриваться, а хорошо вы стрижете или нет. И, скорее всего, они будут еще долгое время, еще несколько лет будут воспринимать вас бухгалтером и не будут воспринимать вас как парикмахера. Вот то же самое происходит с коучингом. Если вы, не знаю, работали экономистом и решили переподготовиться, как у нас в комментариях пишут, на психолога или на коуча, пройти обучение и начать практику, вам не нужно рассчитывать на ваш круг общения, какой бы он широкий ни был. Там будут люди исключения, которые вам доверятся, которые пойдут с вами работать, которые вот просто захотят вас поддержать, но это будут далеко не 100%. Процентов 10 людей только вас поддержат. Поэтому здесь тоже имейте в виду, что ваше текущее окружение, как бы это ни казалось соблазнительно, что всем нужен коучинг, всем коучинг не нужен, а если вы видите, что им нужен коучинг, это не значит, что они так считают, поэтому здесь тоже нужно розовые очки снимать и понимать, что 90% тех людей, которые вас сейчас окружают, они какое-то время не будут вас воспринимать как профессионалов в своей деятельности. Я, допустим, скажу так, что когда я начал заниматься психологией, психологическим консультированием с 2014 года, сейчас прошло уже 8 лет, и только через 8 лет моя мама стала мне говорить: ты ж психолог, да, стала ко мне, относиться к моей профессии серьезно, а до этого я был инженером. Поэтому имейте в виду, что, вот такая вот история с вашим окружением, она будет по-любому. Почему я это говорю? Я это говорю, потому что не нужно закладываться на тех людей, которые вы знаете сейчас. Вам нужно подумать о тех людях, которые вас еще не знают, но которые смогут вас воспринять как коуча, потому что если вы были бухгалтером, вы какое-то время еще будете для них оставаться бухгалтером. Надеюсь, это достаточно понятно. И отвечая на вопрос, где брать клиентов, вот здесь вам нужно подумать, потому что разные коучи привлекают клиентов очень сильно по-разному. Да, кто-то там в инстаграмах, в фейсбуках, еще где-то крутит рекламу, кто-то создает лендинг, кто-то создает какое-то еще свое портфолио. Это все доступные способы, и это все рабочие способы. Но здесь важно найти какой-то способ, который будет работать именно у вас. В моем конкретном случае я строю свой личный бренд за счет того, что я даю много хорошего контента. У меня есть в YouTube хороший канал, посвященный НЛП, и оттуда у меня приходит большинство моих заказчиков в личное консультирование, в коучинг и так далее, и так далее. И второй путь клиентов – это люди, которые учатся на моих обучающих программах. Я преподаю программы по НЛП, преподаю программы по переговорам для бизнеса, чаще всего, и отсюда у меня образовываются клиенты. То есть я вот не могу сказать, что 100% времени я трачу на коучинг. Хотя бывают месяцы, когда у меня ни дня не бывает без сессий. Бывают месяцы, когда у меня там, я не знаю, за неделю 5 сессий. Я, кстати, стараюсь их делать в один день, чтобы это не отнимало у меня много времени. Вот я знаю, что четверг, к примеру, у меня день коучинга, и всех клиентов я назначаю на один день, там, в разное время. Поэтому здесь какую вы стратегию выберете, самое главное, чтобы она была у вас готова. Но без чего у вас точно не будет клиентов, если вы не будете создавать свой личный бренд. Чтобы создать свой личный бренд, нужно понять, а я о чем? Я вот кто такой? Я вот, ответьте себе вопрос, вот я коуч, но я вот в какой сфере?
Я помогаю людям. Вот есть люди, которые только с бизнесом работают. Они вот только работают с топ-менеджерами. Есть коучи, которые работают только там в плане отношений. Есть коучи, которые работают только с целеполаганием. Я про себя могу сказать, что я в основном работаю с целеполаганием, если мы говорим про коучинг. Я работаю над повышением дохода, и в основном это предприниматели, либо руководители, либо еще как же назвать эти должности? В общем, условно говоря, среднестатистический сотрудник IT-компании, который хочет развиваться. Вот мои основные направления, да. И вам тоже нужно знать, о чем вы. И вам нужно знать, с какими запросами вы будете работать, вам нужно знать, с какими запросами вы не будете работать. И вам нужно четко понимать, вот я коуч, я вот про это. Я могу человеку помочь вот в этом, вот в этом, вот в этом. Ни больше, ни меньше. Пока вы еще не знаете, поэтому вам нужно набирать свою практику с разными запросами. Вот как понять, я коуч про что? Вам нужно попробовать поработать с разными запросами, и таким образом вы кристаллизуете, да, то есть идентичность коуча, она как этот самый, как алмаз. То есть его вы потихоньку себя шлифуете, и у вас таким образом появляется самоидентификация. Дальше. Очень важно работать с внешним видом, имиджем, ну и так далее. Ну, простой пример. Посмотрите на себя в зеркало и скажите себе, вы у этого человека закажете коучинг или нет. Если вы у этого человека коучинг не закажете, то нужно привести свой внешний вид в порядок. Да? Если вы там будете, не знаю, с синяками под глазами, там, не знаю, неопрятные, небритые или в купальнике там себя позиционировать, там, не знаю, в любой социальной сети, то, скорее всего, услуги коучинга у вас покупать не будут, потому что, ну, у каждого человека есть какой-то определенный стереотип, какое-то определенное представление, как должен выглядеть коуч. Вот просто, не знаю, зайдите в интернет, в Google, в Яндекс и забейте, не знаю, топ-10 коучей России, к примеру, и посмотрите, как они выглядят. Как правило, это будет деловой какой-то костюм, ну или как я вот сейчас сижу, да, у меня, в принципе, одета кофта, но на ней обязательно пиджак. И это тоже про ваше позиционирование. Я здесь могу перед вами как бы и в шортах, и в какой-то майке выступить, но тем не менее в любом случае впечатление визуально вы будете создавать у своего потенциального клиента какое-то определенное. И у людей есть уже определенный стереотип, как будет там, как должен выглядеть коуч. Вы, конечно, можете мне возразить, там, что какой-нибудь там Тони Роббинс может ходить в майке и в шортах там на своих стадионах и так далее. Я могу сказать так, да, он может, потому что он уже Тони Роббинс, и он уже проводит там огромные многотысячные семинары, и его коучинг стоит там $1 миллион или что-то в этом роде. Пока вы еще не на этом уровне, нужно все-таки держаться какого-то дресс-кода, а когда будете на том уровне, возможно, вы хоть голые ходите, хоть там, я не знаю, голые, разукрашенные, это уже будет совсем другая история. Здесь, если вы стартуете в профессии, нужно конкретно осознавать, что у человека, у ваших потенциальных клиентов есть какое-то определенное представление о том, как должен выглядеть коуч. И, соответственно, что допустимо, что недопустимо. Да? Я, допустим, занимаюсь спортом, и иногда, когда я еду с тренировки, я еду с тренировки а у меня тренировки проходят в лесу, я еду с тренировки на такси в этом самом спортивном костюме и с такой огромной спортивной сумкой. У меня там экипировка лежит. И, знаете, очень
некомфортно себя чувствуешь, когда ты после тренировки, у тебя там и прическа никакая, и у тебя спортивный костюм, и у тебя сумка такая, огромный баул, а еще эта сумка, она обычно где-то пачкается, ну и так далее, и ты встречаешь кого-то из своих клиентов. И клиент твой тебе задает вопрос: Юрий, а с вами все в порядке? Вы хорошо себя чувствуете? Вы не заболели? Да, то есть у человека происходит такой когнитивный диссонанс. Вот он, человек, с которым я работал, там, он всегда в костюме, всегда ухоженный, а тут я его вижу вот в таком виде. Поэтому, чтобы такого не было, нужно все-таки стараться за своим внешним видом ухаживать, потому что, ну, имейте в виду, вот это может показаться простой какой-то вещью, но, ну, вот самая простая проверка, вот прямо сейчас, когда вы смотрите этот эфир, неважно, в записи, либо вы вживую присутствуете, подойдите к зеркалу и спросите: я куплю у этого человека коучинг или нет? Выглядит он как коуч или нет? И в соответствии с этим дайте себе какую-то обратную связь, позитивную, развивающую, и, соответственно, внесите какие-то корректировки, если вы хотите действительно этим заниматься. Дальше. То есть, если мы говорим про коуча-фрилансера, то нужно позаботиться о своем личном бренде и искать способы привлечения клиентов, ну, через социальные сети. На сегодняшний день это самый такой оптимальный. Можно платно, можно бесплатно. Это зависит от вашего кармана и от вашей этой самой. Вы просто поставьте себя на место клиента, да? Вот если вам кто-то скажет, вот есть такой коуч, он по-любому может решить твою проблему. Вы же первым делом пойдете о нем гуглить, будете искать о нем информацию в интернете. А если по информации в интернете он нарвется на страничку вашей социальной сети, где вы с бокалом пива, там ужасно небритый, заросший и так далее, вопрос: возникнет ли у него желание к вам обратиться. Вот смотрите, раньше были визитки, а сейчас есть соцсети. Вот раньше на визитке можно было, не знаю, что угодно о себе написать. Сейчас есть просто соцсети. Сейчас человек просто в интернете вашу соцсеть находит и не покупает у вас сразу, без раздумья, а первое впечатление он о вас получает через соцсети. Поэтому я не говорю, что нужно делать там вылизанные красивые визуально страницы, там фотосессии бесконечные. Я вот в это не очень верю. Есть люди, которые прям, не знаю, по 4, по 5 фотосессий в месяц делают для того, чтобы обеспечить визуалом. Нет, достаточно там одной фотосессии, несколько приличных фотографий, поставить себе там на аватарку, и для того, чтобы у вас была фотография нормальная, куда вы можете, на какую-то конференцию вас пригласят, чтобы вы могли эту фотографию отправить. Ну а все остальные фотографии, которые вы размещаете, они должны быть более-менее приличные, даже если они сняты на телефон. Но не должен, по моему убеждению, коуч там в каких-нибудь рваных трениках выкладывать фотографии в свои соцсети. Неважно, какая соцсеть, в любом случае впечатление будет у человека такое. Следующий момент, который я хотел бы обсудить с вами, это очень частый вопрос. Он скорее касается наших клиентов, но одновременно вопрос звучит так: всем ли нужен коуч? Ответ 100% нет. Кто обычно пользуется услугами коуча? Это обычно, если говорить по профессиональному призванию, обычно это сотрудники IT-компаний. Вот, кто в интернет-бизнесе, они, как правило, пользуются услугами коуча. Кто создает какой-то интересный бизнес, да, не связанный с какими-то прям вот серьезными производствами, или это руководители, да, у которых есть большой штат сотрудников, и ему нужно развиваться, ему нужна поддержка, ему нужно понимание, ему нужна стратегия. Вот основная категория. Это сотрудники IT-компаний, они очень много изучают, очень много развиваются. Это люди, которые строят свой бизнес. Это могут быть и индивидуальные предприниматели, которые тоже хотят. У меня очень много таких клиентов, которые вот они имеют маленький бизнес, но хотят развиваться.
Либо это руководитель, либо это владелец бизнеса, либо это сотрудник, ну, скажем так, условно говоря, бирюзовой компании, да, высокотехнологичной компании. Потому что, допустим, ну, к примеру, там, не знаю, какому-нибудь сварщику, наверное, коуч и не так уж и нужен, и не так уж будет актуально, если он не хочет развиваться. А в любом случае все руководители, все менеджеры так или иначе являются потенциальными клиентами коуча. Коучем услугами коучей тоже пользуются достаточно часто люди, чьи профессиональные обязанности связаны с коммуникацией с другими людьми. Тоже имейте в виду, среди кого и где искать клиентов. Допустим, ну, дворнику, наверное, не нужен коучинг. Не знаю, водителю фуры, наверное, тоже не нужен коучинг. Продавцу в магазине, смотря какой магазин. Если мы говорим просто о классическом кассире в гипермаркете, то, наверное, ему коучинг не нужен. А вот его руководителю он уже понадобится. Поэтому имейте в виду, что далеко не каждому он нужен и далеко не каждому нужно его предлагать. Это то, что я хотел на данный момент вам рассказать. Итак, друзья, какое-то время готов поотвечать на ваши вопросы. В принципе, все вопросы, которые актуальные, я для себя пометил, я на них дал ответы. И если вам есть что прокомментировать, обязательно это прокомментируйте. Если вы смотрите в записи, либо если вы действительно сейчас находитесь на нашей прямой трансляции, с радостью поделюсь своим опытом. Дайте, кстати, пожалуйста, обратную связь, нужны ли вам такие живые прямые трансляции, где мы общаемся с вами вживую, как часто вы готовы на них приходить и вообще, зашел ли вам этот формат. Если зашел, то мы обязательно продолжим, а если нет, то ожидайте новых выпусков на канале про коучинг. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, на который есть ссылка в описании. Для чего в него подписаться? Чтобы видеть новые выпуски. Дальше. Что еще, кстати, мои дорогие, очень важно. Все-таки профессия коуча, она подразумевает так или иначе относительно какую-то публичность, и нужно работать над своей речью. Коуч, который не может связать двух слов, это не очень хороший коуч. Нужно поработать над своей речью. Я не думаю, что прям нужно обязательно идти в какие-нибудь школы по ораторскому искусству. Это больше, конечно, про публичные выступления. И не нужно прям идти на курсы постановки речи к логопеду, но поинтересоваться базовыми упражнениями для постановки речи, которых в интернете огромное количество, и просто их постараться поделать хотя бы на каком-то минимальном уровне, вы заметите, что это очень сильно на вас в принципе повлияет, если вы будете говорить красиво, если вы будете выговаривать слова, если вы избавитесь от слов-паразитов. Вас люди начнут воспринимать несколько иначе. К вам будут... То есть, смотрите, есть очень много таких еще невербальных вещей, которые говорят о человеке, профессионал он или не профессионал. И профессия коуч – это все-таки профессия, одна из немногих профессий, которая зарабатывает ртом, да, то есть вот коуч, он разговаривает с клиентом. И чтобы вашим клиентам с вами было хорошо и комфортно разговаривать, и чтобы его не воротило от вашей речи, то нужно немного над своей речью поработать, потому что многие, я знаю, этим пренебрегают и на своих сессиях вот так вот делают, и это говорит о непрофессионализме. И как вы понимаете, друзья, вот если вы собираетесь становиться коучем и какую-то часть своей жизни хотите посвятить этой профессии, вам, кроме всего прочего, еще самому нужно постоянно развиваться. Во внешнем виде, в своей подаче речи, в конструировании предложений. Постоянно нужно обучаться, изучать новые техники, новые подходы, постоянно практиковать. То есть это на самом деле, если задаться вопросом, то это прям огромное количество
времени и ресурсов нужно на это потратить. Нужно на это потратить. Тем более, если вы собираетесь стать фрилансером, то вам нужно действительно и знать какие-то основы маркетинга и привлечения клиентов, понимать в личном бренде, строить свою речь, тренировать, заниматься внешним видом и много чем другим. Поэтому вот такая вам вводная информация. Буду ждать от вас обратной связи, насколько вам зашел этот формат, где мы общаемся в прямом эфире. Буду ждать от вас обязательно лайков, если вы будете делиться этими прямыми эфирами со своими друзьями и коллегами, тоже будет полезно. Мы создаем профессиональное сообщество тех, кто уже в профессии или тех, кто еще только собирается войти в эту профессию. И буду рад любой обратной связи по поводу данного прямого эфира. И на этом я предлагаю вам на сегодня завершить. Дайте обратную связь, зашел ли вам формат, готовы ли встречаться в таком формате. И обязательно подпишитесь на телеграм-канал, который так и называется «Про коучинг». Ссылка есть в описании. Там вы будете получать анонсы о новых выпусках на этом канале. Был очень рад с вами сегодня пообщаться. До скорых встреч и пока-пока. С вами был Юрий Пузыревский.